с вами Юланта! И в этом видео я хочу провести небольшой обзор великого американского солнечного затмения, которое произошло 21 августа 2017 года. Эпицентром этого события стал провинциальный городок Хопкинсвилл в штате Кентукки. А все начиналось именно так. В 2007 году Шерил Кук получила электронное письмо от человека, собирающегося в Хопкинсвилл. Кук работала директором агентства по взаимодействию с туристами, поэтому часто забирала сообщения от потенциальных гостей, которых обычно было немного. Автор письма не просто хотел приехать в Хопкинсвилл, он спрашивал, может ли заранее забронировать место на поездку, которая состоится через 10 лет. Турист объяснил удивленной сотруднице, что в августе 2017 года в США можно будет увидеть полное солнечное затмение, а Хопкинсвилл станет сердцем для желающих со всего мира. Путешественника интересовало, что город уже сделал для того, чтобы подготовиться к приезду тысячи людей. Но у Кук не было ответа, потому что ей никогда не приходилось работать на столько лет вперед. После полученного письма она начала гуглить. Оказалось, что провинциальный городок в Кентукки расположен на середине пути затмения и всего в 17 километров от точки наибольшего затмения, где Земля, Солнце и Луна образуют практически прямую линию. Там оно будет длиться 2 минуты и 40 секунд, то есть самый длинный отрезок в США. До этого город был известен разве что экспортом шаров для боулинга. И с 2007 года его правительство и местные жители начали делать все, чтобы Хопкинсвилл остался в памяти людей по всему миру, как особенное место для того, чтобы увидеть первое полное солнечное затмение в США за 99 лет. Кук посмотрела, как встречали затмение в Китае, и поняла, что городу придется иметь дело с десятками тысяч людей. Для города с населением 33 тысячи человек это огромный поток туристов, для которых необходимы отели, питание и какие-то развлечения. При этом любители затмений начали приезжать в Хопкинсвилл намного раньше августа 2017 года. Благодаря этому событию Хопкинсвилл переименовали в Эклипсвилл. Власти города ожидали встретить около 50 тысяч туристов. Все силы города были направлены на подготовку смотровых площадок, площадок для размещения палаток, развлечений и сувениров для гостей. Город закупил десятки тысяч бутылок воды и организовал дополнительные точки для питания и досуга. И вот наступил тот самый момент. 1 час и 16 минут. Солнце еще пока ярко светит. 1 час 19 минут, и уже вокруг стало темнее. Сумерки сгущались очень быстро. В считанные минуты наступила темнота. Это в буквальном смысле ночь средь бела дня. Это невероятно! Спасибо автору ролика за столь подробную видеозапись. А полную версию этого видео вы сможете посмотреть на канале автора по ссылке на экране или в описании. Вот оно, солнечное затмение. Наше солнышко почти полностью было спрятано тенью Луны. Это великолепие длилось 2 минуты и 40 секунд, после чего солнце стало появляться на небе так же быстро, как и исчезло. И спустя всего несколько минут в Хопкинсвилле опять наступил день.
Штат Орегон был отправной точкой затмения. А это жители и гости Мадраса на смотровой площадке, наблюдающие смену дня и ночи. Великолепный ролик, совмещающий в себе всю красоту затмения, которую можно увидеть невооруженным глазом, и съемку телескопом со светофильтром. Полную версию видео вы можете посмотреть на канале автора, перейдя по ссылке, которую вы видите на экране, или в описании под видео. But it's so dark. 360 sunset. Big Our excitement that the sun is back. I'm gonna pop the solar filter back on. Но всей красотой полного затмения могли полюбоваться люди, находившиеся на пути лунной тени, то есть на траектории широкой красной линии. Во Флориде затмение было видно на 80%. Мы увидели лишь легкую сумрачность вокруг, и само солнце в определенный момент стало светить не так ярко, а через темное стекло можно было увидеть вот это. В школе день был посвящен солнечному затмению. Мы смотрели видео и говорили о том, как оно формируется и как безопасно его наблюдать. У Элины на уроке математики были такие солнечные ребусы-задачки. А у нас на уроке Science мы делали проекты для наблюдения за солнечным затмением. Это было очень круто! Подробную инструкцию построения такого проектора вы легко можете найти на просторах интернета или просто кликнуть на ссылочку внизу. Наблюдать за Солнцем, даже при его полном затмении, можно только используя солнечные фильтры, которые нейтрализуют инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Наблюдение за Солнцем без светофильтра может привести к повреждению сетчатки глаза, так что будьте очень осторожны. А это информация для охотников за затмениями. Следующее полное солнечное затмение на территории Соединенных Штатов Америки ожидается совсем скоро, 8 апреля 2024 года. Не пропустите!